Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня у нас вторник, 23 мая 2023 года. И расскажу я вам сегодня о нашей замечательной экстремальной погоде. Сейчас я сразу открываю телефон, прогноз погоды. Мы живем в Ориуэла-Коста. Я вам покажу. Ориуэла, 18 градусов, дождь, экстремальная погода, предупреждение о сильном дожде. Я показываю вам это для того, чтобы не было каких-то кривотолков, потому что люди разное пишут, говорят и так далее. В новостях тоже могут показывать. Есть районы где-то подтопленные, где-то нет. Сейчас я вам об этом расскажу, а вначале мы пройдем к морю и посмотрим, какая обстановочка у нас. А мы с вами, дорогие друзья, выходим на наш берег, на наш пляж. Посмотрите, как здесь явно был дождь сильнейший. Кстати говоря, да, Алексей мне рассказал, что сегодня утром была сильная гроза и очень сильный дождь, ливень, но я это, к сожалению, не слышала. Я, к сожалению, это проспала. Ну, в принципе, вот они, остатки дождя. Это вот так вот. Также я подписана на разные ресурсы. Картахена, Ориуэла. И в Картахене я видела, что действительно некоторые машины даже залиты прям под крышу водой. И бомберсы, они просто откачивали насосами для того, чтобы спасти какие-то машины. В некоторых местах действительно были сильные наводнения. Ну, а у нас вот такая вот обстановка. Пляж у нас называется Кала-Боске. Ну и вы видите, вот в каком он состоянии. Такие какие-то лужицы, грязь и песочек. Кстати, Ну, Алексей сказал, судя по тому, что самокаты на месте, значит, не все так плохо. Не будет у нас сильных ливней, то есть ничего не убрали. Кстати, сегодня еще написано, что в Ориуэле до 8 вечера возможны сильные ливни и дожди. кстати, друзья, ну а кафешки, естественно, работают, рестораны полны народу, все сидят, а кто-то уже упаковался в специальные костюмы космонавтов и ищет вход в ресторан. Ну и, кстати, друзья, вот еще какие новости. То есть нас предупреждали об этом заранее, что будет экстремальная погода, гроза, тормента и ливни сильные. Мы где-то за неделю уже это знали, нас предупреждали из разных источников. Мы там на разные подписаны, в Инстаграме в том числе. Кстати, всем рекомендую, если что, информацию такую собирать, кто здесь живет. И отменили, например, мне позвонили заранее, отменили врача. Я еще удивилась, что это с врачом вдруг. То есть сегодня я должна была пойти к врачу, мне тоже перенесли на четверг. То же самое сегодня закрыты, в том числе в Ориуэле, в частности, дневное пребывание, центр дневного пребывания пенсионеров, тоже перенесли их явку на четверг. И школы то же самое. В школе нашего младшего сына, он тоже должен был сегодня прийти там по своим делам, тоже все это мероприятие перенесли на четверг, на 25 число. Ну вот так вот. То есть для нас, северных людей, которые тоже, можно сказать, с Балтийского моря сюда переехали, нам это кажется, в принципе, не сильно ужасным. У нас тоже были сильные ветра, грозы, ливни. Единственное, что ужасное, что некоторые места действительно затоплены, у кого-то машины затоплены. И действительно есть такие места по Испании. Вот я уже сказала, что в Картахене я видела, что там, подтоплено прямо под крышу автомобиль, который спасают, может быть, какие-то реки там и так далее. Но у нас все достаточно благополучно и все хорошо. Я уже говорила, что регион, где проживаем мы, вот это местечко, даже не Торревьеха, а наш Ориуэла-Коста, она чуть на возвышенности. И у нас, в принципе, иногда страдают пляжи, что-то разрушается, какие-то мосточки. Ну вот сегодня все, в общем-то, более-менее в этот раз все нормально. Вот сейчас моросит дождь, например. Леша, тебе комфортно? Ну, так как бы по-питерски немножечко. То есть нас не напугать этим, дождь моросит, даже приятно, тем более что, сейчас я вам расскажу, тем более что, положительного в этом.
Тем более, что, знаете, друзья, очень много говорили о том, что засуха в Испании в этом году, засуха, это плохо для урожая, в Андалусии засуха, мы от нескольких людей слышали. Ну, мы надеемся, что вот в этом дожде все-таки есть что-то положительное. То есть все-таки вода наберется, и для Испании это будет полезно. Тем более, что апрель был достаточно сухой месяц. Как мы уже говорили, испанцы его называют апрель lluvia mil, но в этом году lluvia mil, то есть 1000 дождей, в принципе, не было в апреле. А вот погода, как я уже и говорила, она все равно диктует свое, берет свое. Никуда от дождей не деться. Мне придется надеть, наверное, капюшон. Никуда от дождей не деться. Дожди пришли в мае. Поэтому, ну, вот сейчас у нас такая погода. Ну, мы даже рады, потому что для Испании это хорошо, хорошо для урожая, для аграрных работников, аграрного сектора. И мы надеемся, что не будет не урожая летом, сейчас соберутся дожди. И вот, кстати, эта неделя, она у нас, в принципе, обещает быть вся дождливая. Я уже дальше не могу рассказывать, потому что дождь мне льет в лицо. Выбрали немножко место, где не капает дождик. Я продолжу. И нам также говорили сегодня, что знакомые, что в Аликанте был сильный дождь. Это было утром, когда у нас дождь уже прошел, а там еще вовсю дождь лил, даже отключалась электроэнергия. Также в Малаге, говорили, был дождь. Ну, в общем, знаете, друзья, дождь прошел по разным регионам. В принципе, мы это даже публиковали в Телеграме, карту, когда нас предупреждали, где, в каких местах будет дождик, сильной будет какая-то гроза. Поэтому, ну, всегда следите тоже за нашим Телеграм-каналом. Мы стараемся там тоже новости выкладывать в Инстаграм. Вот. Ну, у нас все нормально. А вы обязательно пишите, откуда вы нас смотрите, какая погода у вас. Ну, а некоторые люди, как вы видите, все равно приходят на пляж заниматься гимнастикой под навесом. А даже вон там женщина занимается гимнастикой прямо на берегу моря. В принципе, сейчас нет такого сильного ливня, и можно действительно заниматься цигуном по программе, заниматься йогой, приседать. Тем более, что я вам уже показывала, врач один говорил, что бегать и ходить 2 часа в неделю – это очень полезно, хотя бы это продлевает жизнь, улучшает ваше здоровье и самочувствие. Ну и заниматься спортом тоже, в принципе, очень классно, несмотря ни на что, несмотря на маленький какой-то дождик. Ну, настроение у всех, в общем-то, нормальное, потому что многие остались сегодня дома. И даже приятно погулять немножко, да, вот так под дождем. Просто уже понимаешь, что скоро лето, будет страшная жара. Как раз обычно там июнь, июль, август еще жарче. Мы как раз вот недавно с Алексеем рассуждали, что хочется куда-то в более северное место, где-то, где есть дождик, что-то где-то померзнуть немножечко хочется. Мы планировали, куда мы поедем в июле в конце или в августе, может быть, померзнуть. Но вот пришли немножко прохладные дни с ветерком, с дождем таким и... В принципе, классно. Ну, такая финская погода или питерская погода, такая кайфушка для нас. Когда нет сильного такого разрушительного урагана или ветра, или ливней прям затапливающих, а вот просто идет дождь, то это приятно, действительно. Самое главное, что нет такого вот ужаса какого-то, который мы вначале думали, что это будет что-то ужасное, экстремальное, потому что столько предупреждений было. Вот, но у нас все более-менее хорошо. Слышали, что в Германии сейчас, наоборот, жара. 30 градусов. Жарче, чем в Испании, а у нас, вот видите, вот такая погода. Поэтому сегодня мы отдыхаем, нам подарили выходной, отменили все визиты, рандеву к врачам, отменили все рабочие дни, учебные дни, и мы сегодня можем наслаждаться морем просто. Вышли послушать шум. Классно. Алексей, дождь усиливается. Ну, цветы, смотри, как распустились. Что там? Цветочки. Ну, для природы это хорошо. Я смотрю, что дерево. очень... Ага, запахи такие приятные пошли. И очень приятно этим попугаи стрекочут. Так радостно. Природа оживает. Потому что в последнее время мы смотрели, что очень жухлая травка, желтая. Нет, попугаи, наверное, в крыше дырки заделывают. Наверное, у них протечка дома. Смотрите, как красиво.
все расцвело. Несмотря ни на что, а, кстати, туристы, видите, ходят в трусах и в футболках, в майках. Вот туристы, которые приезжают с севера, им нипочем. Все равно. Люди приехали на отдых, люди должны отдыхать. Я говорю, что туристы ходят все равно многие в шортах и в маечках. Да. Люди отдыхают. Из Финляндии, если приезжаешь, то это не очень... холодно, зато не холодно. Вот я в машине Да. показала 23 градуса. Вот такая у нас сегодня погода, друзья. Дорогие друзья, показали мы вам немножечко погоду. Сегодня у нас май месяц, он берет свое. Дожди все-таки пришли. Ролик выйдет у нас, не знаю, сегодня или завтра. Но надеюсь, что вы увидели, какая погодка у нас. Всем добра и позитива. Всем пока-пока. Это не Питер, это Испания, друзья. Это Испания, такая дождливая, она бывает разная. Тем, кто говорит, что Испания – это только пляж, море, солнце, жара, мохито на пляже и безделье. Это не совсем так. У нас бывают дожди, снега, холода, ветра, дела, работа, учеба и так далее. Все по списку. Все. Всем пока. Всем пока. Увидимся Чао. вновь. Пока из дождливой Я Испании. Все, мы пошли. Люди с зонтами.